Время, отведенное президентом США, истекает. В Кремле использовали проверенное оружие. Удары по транспортным путям продолжаются. Кто повышает цены на бензин в России? Говорят одно, делают другое. Как Индия реагирует на ультиматум Дональда Трампа? Спецоперация Москвы в Молдове под угрозой срыва. Больше сотни городов исчезнет с карты России. Кто автор апокалиптического сценария? И многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Часики тикают. До истечения ультиматума Трампа осталось 3 дня. Российский диктатор избегает ответа на призывы из Вашингтона и Киева. Издание «Политика» считает, что Путин просто тянет время, пока на ринг Кремль опять выпустил Дмитрия Медведева с очередным постом. Заявление МИД России о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности является результатом антироссийской политики стран НАТО. Это новая реальность, с которой придется считаться всем нашим оппонентам. Ждите дальнейших шагов. Примечательно, что бывший президент России не упоминал лично Дональда Трампа, ведь в ответ на последний пост в Телеграм хозяин Белого дома ответил отправкой поближе к берегам России 2 атомных подводных лодок. В результате Дмитрий Медведев на 5 дней набрал в рот воды, а пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пытался не усугублять ситуацию в своих комментариях. Но теперь в ход пошел старый прием Кремля – ядерный шантаж. Накануне ведомство Лаврова заявило, что Москва больше не считает себя связанной с самоограничением на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования из-за действий коллективного Запада по наращиванию дестабилизирующих ракетных потенциалов вокруг России. Теперь же эстафету у МИД приняло Минобороны РФ, которая закрыла воздушное пространство над ракетным полигоном Капустин-Яр в Астраханской области. Согласно уведомлению ведомства, полеты в этом районе будут ограничены на период по 8 августа, как раз на все оставшиеся дни ультиматума Трампа. Одни источники допускают, что закрытие неба над Капустиным Яром может свидетельствовать о готовящемся испытании. Другие, что о запуске ракеты «Орешник» по Украине. Что думаете об этом? Пишите в комментариях. Новая рекордная ночная атака России на Украину. В этот раз целью удара стал город Лозовая в Харьковской области. Этот налет называют самым массированным с начала войны. В результате 1 человек погиб, 10 пострадало. Среди них есть дети. Повреждена узловая станция, критическая инфраструктура, многоэтажки и частный сектор. Этой ночью россияне совершили настоящий террор мирных людей, которые тихо спали. Рано или поздно они будут отвечать за все. Лозовая является узловой станцией. Она расположена на границе Южной, Приднепровской и Донецкой железных дорог. В связи с обстрелом поезда Краматорского направления двигаются в объезд. Всего для атак по Украине армия агрессора использовала 46 ударных БПЛА типа «Шахеты» и беспилотников-имитаторов различных типов, а также баллистическую ракету «Искандер-М». 29 дронов удалось обезвредить. Украина отвечает на агрессию новым ударом по транспортной инфраструктуре России. В минувшую ночь дроны нанесли визит в Ростовскую область. На железнодорожной станции Тацинская возник пожар. Местный губернатор рапортует. Военные отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку, уничтожив БПЛА в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. В выходные был взорван мост в Брянской области, а в Еврейском автономном округе сошел с рельс эшелон с корабельным топливом. Мощный удар по российской нефтепереработке. Мощности Рязанского НПЗ сократились вдвое после атаки украинских беспилотников, сообщает Рейтер. По данным источников агентства, со 2 августа на предприятии остановлены 2 установки первичной переработки. Завод сейчас работает только на одной установке, которая обеспечивает около 48% общей мощности. Кроме того, по информации Рейтер, со 2 августа полностью остановлена работа еще одного предприятия Роснефти – Новокуйбышевского НПЗ в Самарской области. Он также пострадал от атаки дронов. Роснефть ситуацию не комментирует. В Российском топливном союзе накануне признались Коммерсанту. Впереди волна плановых ремонтов НПЗ, что может снизить производство нефтепродуктов.
Из-за этого в стране продолжают взлетать цены на бензин. Стоимость АИ-95 на бирже накануне за день выросла более чем на 1%, до 77 тысяч рублей за тонну. Это новый исторический рекорд. С начала года стоимость этого вида популярного топлива увеличилась в России на 28%, а цены на бензин обычно заставляют дорожать буквально все. Интересно, что будет дальше? Пишите в комментариях. А судьи кто? Официальный Дели публично ответил на упреки Дональда Трампа. Слово взял индийский МИД. В сообщении дипломатического ведомства в сети X отреагировали на критику критикой. Примечательно, что те самые страны, которые критикуют Индию, сами продолжают торговать с Россией. В отличие от нашего случая, их торговля не продиктована жизненно важной национальной необходимостью. Ранее представители Индии избегали прямых критических выпадов в ответ на ультиматум, ограничиваясь анонимными комментариями для ряда ведущих западных СМИ. Мол, Индия продолжит закупки российской нефти. Но одновременно в прессе появлялись подтверждения, что эти слова расходятся с делом, а крупнейшие индийские НПЗ приостановили закупки российского сырья, а вместо него заключают контракты на американскую, арабскую и африканскую нефть. Это произошло после того, как Дональд Трамп заявил о введении с 1 августа 25% пошлин на индийские товары. Хозяин Белого дома обещает повысить их еще после истечения его ультиматума. К дискуссии подключился пресс-секретарь Путина. Правда, Дмитрию Пескову пришлось очень аккуратно подбирать слова. Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, попытки вынудить страны прекратить торговые отношения с Россией. Мы не считаем такие заявления законными. Посол США при НАТО заявил тем временем, что Трамп не шутит. Если этот срок истечет, а перемирие не будет достигнуто и Россия не захочет прекращать войну, которая ежедневно уносит жизни тысяч солдат, он введет дополнительные санкции против государств, покупающих российскую нефть. В их число входят Китай, Индия и Бразилия. Этим они, безусловно, субсидируют войну и предоставляют Путину необходимые средства для продолжения военных действий. Президент Трамп все прекрасно видит и считает это следующим рычагом, который позволит положить конец жестокой, бессмысленной войне и убийствам. Тем временем на заявление Трампа отреагировал валютный рынок. Рупия обвалилась до исторического минимума. Работала на Кремль, за решетку. Суд в Кишиневе вынес решение в отношении известной пророссийской сепаратистки в Молдове. Главу Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к 7 годам тюрьмы полузакрытого типа по делу о соучастии в незаконном финансировании партии. Антикоррупционная прокуратура Молдовы передала в суд дела против Гуцул в апреле 2024 года. По информации следствия, фигурантка, работая секретарем в неконституционной партии ШОР, с 2019 по 2022 год систематически ввозила в Молдову деньги из России. Кроме того, ей предъявили обвинения в координации деятельности некоторых офисов партии и сознательном получении денег от организованной преступной группировки при финансировании деятельности партии. В Кремле сразу же выступили с осуждением. Это образец попыток оказания неприкрытого и незаконного, на самом деле, давления на политических оппонентов в ходе предвыборной кампании. Правила и нормы демократии всячески попираются сейчас в этой стране. Выборы главы гагаузской автономии Гуцул выиграла летом 2023 года при открытой поддержке Москвы, а в марте 2024 она посетила Сочи, где встречалась лично с Владимиром Путиным. На прошлой неделе президент Молдовы Майя Санду обвинила Кремль в подготовке переворота в стране с использованием вмешательства в выборы и организации беспорядков. Премьер-министр страны ранее заявил, что главной целью Москвы является привод к власти сил, которые позволят России увеличить контингент в Приднестровье до 10 тысяч военнослужащих, чтобы создать военную угрозу как Украине, так и Румынии. Россия вымирает. Росстат недавно де-факто засекретил данные по рождаемости и смертности, но тут со своими цифрами на арену вышла Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Исследование ведомства описывает драматическую картину. С карты России могут исчезнуть 129 малых городов. За последние 10 лет эти населенные пункты потеряли около 10% своего населения, или 314 тысяч жителей. Общая численность населения в этих городах не дотягивает до 3,5 миллионов человек.
Наибольшее сокращение испытали северные угольные, металлургические и лесопромышленные города, а также периферийные города депрессивных регионов. В качестве основных причин кризисной ситуации исследователи выделяют демографический спад, уменьшение количества рабочих мест, сокращение субъектов малого и среднего бизнеса, войну, тех, кто ее развязал и кто правил страной в эти 10, а даже 25 лет, авторы исследования не заметили. Но, может, Путин и ни при чем. Как думаете? Напишите в комментариях. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.